Умные часы с модным дизайном и отличными материалами. Обширный функционал, который включает в себя оплату с помощью NFC, точное позиционирование GPS, большую автономность и быструю зарядку. Целый набор функций мониторинга вашего здоровья, 110 режимов тренировок и водные здесь тоже на борту. Также водонепроницаемость, разумеется, 5 атмосфер. Подключение наушников для прослушивания музыки непосредственно с самих часов по Bluetooth возможно. Также возможно совершать и принимать вызовы. Так ли оно на самом деле и как дела обстоят у нас у Realme Watch T1, тем более у меня китайская версия, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрый обзор и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы же видите вот эту надпись на упаковке с таможенным уведомлением. Расскажу вам о довольно интересных с внешней точки зрения хотя бы часах. Это Realme T1. До этого у меня были Oppo Watch 1, это было год назад. После этого у меня были Oppo Watch 2, буквально неделю назад вы можете посмотреть обзор. Китайская версия, когда выйдет глобалка, она будет стоить так дорого, что вы не захотите ее покупать, если у вас не телефон Oppo. Вот эти Realme стоят адекватно. Адекватно более чем, то есть плюс-минус $100, там 130 примерно сразу спойлер. Что они умеют? Разумеется, у них есть 110 спортивных режимов, и все остальное мы будем проверять, потому что и защита от влаги, и то, как они считают наш пульс и все остальное, нужно все-таки смотреть по месту. Вдруг какие-то ограничения, вдруг я их вообще не смогу подкинуть. Но вы видите расцветку зеленый. Именно из-за этого, по этой причине, да, именно поэтому я их купил, потому что расцветка максимально дешевая, с одной стороны, с другой стороны она по фану. И сразу видим кабель USB-A Type-C. Часы висят, захотите их куда-то приклеить, чтобы заряжать, пожалуйста, у вас это дело получится. Следующий момент — это документация. Разумеется, она вся на китайском языке. Включаются они без подключения, ну а дальше при подключении к смартфону они по-любому активируются. Раньше вряд ли это дело произойдет. Модель интересная, модель недорогая, потому что это Realme. И здесь в наличии английский язык, что есть очень даже хорошо, потому что недавно я встречался с часами без английского. По ремешку сразу. Ширина его стандартно, по-моему, 20 миллиметров. Да, быстросъемный ремешок стандартный на 20 миллиметров. На руке выглядеть они будут более чем адекватно. Даже на моей, напоминаю, что она у меня в обхвате 17 сантиметров. То есть, ну, считайте, подростковая. И сразу по размерам данного девайса. Первое, разумеется, безеля здесь нет. Разумеется, экран мне нравится, хотя рамки здесь огромные, даже с первого взгляда. 44 миллиметра, то есть диаметр. И толщина 11 миллиметров. Девайс интересный, олеофобка топ. Будем тестировать и смотреть. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны, тем более через денек уже первый розыгрыш в этом месяце. 30 числа каждого месяца на стримах я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И помимо этого стабильно еще несколько конкурсов. Так что читаем и участвуем. Подписываемся с колоколом. А сегодня я расскажу вам об умных часах Realme Watch T1, которые, конечно же, покорили меня своим дизайном в рекламе с английским интерфейсом, что есть хорошо. Полетели. В продаже имеется три варианта расцветки. Это черный, оливково-зеленый и мятно-зеленый, который у меня как раз на руках. Именно его я выбрал. Выглядит, конечно же, в этой расцветке он необычно. Более такой спортивный вариант, я бы сказал. Ремешок 20-миллиметровый из силикона, на ощупь приятный и не топорный. Ремешки, естественно, быстросъемные. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, с тыльной части пластик и с фронта стекло. Вес 55 граммов. При носке ощущается только первый день. Далее привыкаешь. Они довольно легкие, что, несомненно, плюсы, намного легче, чем Apple Watch. Но спать в них лично мне так же неудобно, как и в яблочных девайсах. На корпусе расположены две функциональные кнопки. По умолчанию это верхняя отвечает на вызов меню и возврат на главный экран. Нижняя одним нажатием открывает список тренировок, двойным нажатием открывается кошелек. И для нас это не актуально на данный момент, к слову. Также этой кнопкой можно включить, перезагрузить или выключить устройство. Переназначать кнопки можно, и это хорошо. Далее с тыльной части есть два контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчик мониторинга сердечного ритма. Помимо этого, из датчиков на борту имеется датчик кислорода в крови, датчик ускорения, геомагнитные датчики, оптический датчик и датчик давления воздуха. Качество сборки неплохое, но материалы самих часов очень маркие. Летим дальше. С фронта нас встречает дисплей на 1,3 дюйма AMOLED с разрешением 416 на 416 точек, плотность пикселей 325 ppi, картинка яркая и насыщенная. Под разными углами тон картинки не меняется. Скроллинг не совсем
совсем плавный, но не тормозит. При ярком освещении яркости вполне хватает, регулировка пятиступенчатая. Автояркость на борту и работает неплохо. Также есть Always On дисплей с двумя видами. Это классический и цифровой. И это очень сильно радует. Время отключения экрана только до 8 секунд. Минус у экрана — это его большие, я бы даже сказал, огромные рамки. Есть возможность установить четырехзначный пароль для блокировки экрана. И, к слову, про рамки. У S1, у Xiaomi тоже огромные рамки. Послезавтра на них я выгружу обзор, так что следим за каналом. Кому интересны свежие девайсы, у меня они есть, и я о них вам расскажу. Далее, по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, справа налево виджеты, а вот слева направо нет ничего. Пока в данной прошивке ничего они не придумали. По внутрянке. Встроенного пространства для хранения файлов здесь 4 гигабайта, но операционная система занимает около 2, так что для личного использования вам остается только 2. Закидывать музыку есть возможность через приложение на смартфоне, что довольно удобно, хоть и не быстро, но часы не проигрывают звук включенной музыки. Они предлагают подключиться к Bluetooth устройству, таким как наушники или Bluetooth колонкой, уже с них слушать. Переключать и регулировать громкость возможности есть. Звучание динамика при звонках порадовало, как и микрофон. В этом-то они постарались. К слову, Oppo Watch 2 недавно были на канале, и там мне микрофон не зашел. Обзор на них можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Ответить или сбросить звонок с часов можно. Также можно с них набрать номер. И есть контактная книга и журнал вызовов. СМС-уведомления приходят моментально, иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет. И не думаю, что будут. Ответить на сообщение можно только заготовками, но это тоже уже неплохо, к слову. Вибромоторчик слабенький и не настраиваемый. Bluetooth не самой новой версии 5.0. Чувствуете, год назад не самой новой версии 5.0. Сказал бы, было бы странно. А сейчас уже все ждем 5.2 в подобных девайсах. Наушники подключить можно, а вот нагрудный датчик лично у меня подключить не удалось. Хотя мне кажется, что это возможно. Может, либо Polar 10 глючит, но с Oppo Watch 2 он подключился без проблем. Часы многозадачные. Включив таймер или секундомер, вы можете спокойно выйти и пользоваться другими приложениями. Также можно управлять музыкой. Во время тренировки воздуху пульс не измеряют, так же, как и кислород в крови, и это хорошо. Сон считывают отлично, как дневной, так и ночной. Весь мониторинг здоровья производится на высшем уровне. Вдобавок, это все происходит в реальном времени, точнее, перманентно. На борту из полезного также есть барометр, компас и Bluetooth кнопка для камеры на смартфоне. По спортивным режимам их здесь 110 штук, среди которых есть водные. Из навигации GPS GLONASS, Galileo и Beidou. GPS определяет местонахождение быстро, и карта тренировки строится довольно точно. Емкость аккумулятора 228 мАч, полный цикл зарядки 55 минут, что довольно быстро. Часы у меня прожили со всем мониторингом здоровья, с включенным Always On дисплей, плюс максимальной яркостью экрана, 2 суток и 6 часов, что очень круто, и вы понимаете, что я их юзал без остановки. Но производитель заявляет, что живут они до 7 дней. Возможно, в минимальном использовании они и продержатся такой временной промежуток, либо, если они не мне в руки попадут, наверное, у стандартного пользователя они проживут дней 5 свободно. За одну 45-минутную тренировку уходит 6%. Корпус имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, что позволяет их использовать на глубине до 50 метров. Но в моем случае окунул их в проточную воду, и с ними ничего не произошло, что было и так очевидно. Плавать в них можно, если кратко. Для удобного использования нам завезли приложение HeatUp Health. Доступно оно как на iOS, так и на Android. Говоря HeatUp, сразу вспоминаю почему-то Realme GT2, который сейчас тестирую. У них это встроенная программа, и там нужно автоматически регистрироваться, иначе у вас все обновы не прилетят. Во всяком случае, в моих китайских версиях, либо я что-то не так понимаю. Но это лирика. Подключить часы к iPhone 13 у меня лично не получилось, и на официальном сайте мелким шрифтом указано, что часы не работают с iOS-системами, а это такой эпичненький фейл, согласитесь? Вернемся к приложению. Есть 3 основные вкладки. Это дом, тренировки и устройства. В первой вкладке можно посмотреть весь мониторинг вашего здоровья, во второй начать новую тренировку или посмотреть информацию о уже завершенных тренировках. В третьей же вкладке настройки наших умных часов. Есть заряд аккумулятора в процентах, также неплохой магазин watchface'ов, и свое фото установить на заставку можно. Как же без него? Далее настройки самих часов, настройки мониторинга здоровья и обновление прошивки. Минусы — это старенький Bluetooth, смайлики не отображаются, к iOS-системам не подключается. Помимо этого всего у меня не получилось подключить нагрудник, ну и, разумеется, NFC оплачивать в России пока нельзя. Стоят они на данный момент $86, идет распродажа, возможно, все купить дешевле. По мне, наверное, все-таки они того стоят. Телеграм-канал открывайте по ссылке в прикрепленном комментарии, берите промокод и применяйте его к любому товару, в том числе к часам, пока не работают. Резюмирую, Realme Watch T1 действительно меня удивили функционалом и возможностью разговаривать с помощью них без заморочек. Весь функционал свой они выполняют
выполняют хорошо. Конечно же, повторяюсь, не рабочий NFC в Российской Федерации, за что не хотелось бы переплачивать. Материалы самих часов как ремешка понравились, в использовании они крайне удобные. А так уже дело вкуса, если честно, и предпочтений. По факту, за данную стоимость, если у вас аппарат бренда BBK, Oppo, Vivo, Realme, ну как игрушка, я думаю, что вам зайдет. Опять же, нужно применять промики, но до 8000 рублей я бы их брал. Как я, в принципе, их и брал. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Помним, что OnePlus 10 Pro скоро, Xiaomi 12 Pro уже были на канале и еще будут. Многие новые девайсы, в том числе GT2, Realme и Realme GT2 Pro. Так что оповещения не забыли включить. А кто включал, еще раз нажмите по возможности, потому что YouTube бывает глючит. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.